Иран — страна, обрамленная величественными горами и пустынями, которая вот уже несколько десятилетий привлекает внимание всего мира своей сложной архитектурой, богатой культурой и загадочной аурой. Здесь, в тени древней истории и в атмосфере современных вызовов, сосуществуют различные социальные группы, каждая из которых имеет свою уникальную историю. Для понимания масштабов различий между бедными и богатыми в Иране необходимо углубиться в их повседневную жизнь. Это различие не только в уровне доходов, но и в доступе к ресурсам, образовании и даже возможностях для будущего. Социальные слои Ирана подобны многослойному ковру, где каждый узор отражает свою собственную историю и влияние на общество в целом. Но как же все это влияет на их взаимоотношения, менталитет и даже культурные традиции? Джинсы и чай, небоскребы и древние гробницы — все это части одной мозаики, которую мы будем исследовать. И именно здесь начинается наше увлекательное погружение в мир контрастов. Когда речь заходит о бедных слоях населения Ирана, нас в первую очередь поражает их стойкость и способность оставаться верными своим культурным традициям, несмотря на экономические трудности. В узких улочках старых кварталов, среди скромных домов из кирпичей и глины, кипит жизнь, где каждый день бросает новые вызовы. Здесь люди часто живут семьями многих поколений, где старейшины играют ключевую роль в воспитании и передаче обычаев. Простые радости, такие как вечерние разговоры за чашкой чая или прогулки по базару, все еще занимают центральное место в их повседневном существовании. Соседские связи невероятно крепки, и здесь каждый знает друг друга по имени. Поддержка и взаимопомощь являются основой этих сообществ, что помогает им справляться с многими трудностями. Торговые лавки, где покупатели привыкли торговаться, создают маленький мирок, который процветает на основе живого общения. Самобытные фестивали и традиционные праздники позволяют людям ненадолго отвлечься от рутины и вспомнить о глубокой культурной истории своего народа. Именно тут мы начинаем осознавать, что бедность в Иране — это не просто отсутствие денег, это особая философия и стиль жизни, в которых, несмотря на материальные лишения, достаточно теплоты и человечности. Но каковы же контрасты, с которыми сталкиваются те, кто привык к иному уровню жизни? Вкратце упомянем, что скорость, с которой мы перемещаемся между реальностями в следующей части нашего исследования, откроет для нас новое измерение иранского общества. Мир богатых иранцев — это совсем иной калейдоскоп жизни, поражающий блеском и широтой возможностей. Здесь, среди современных небоскребов и роскошных резиденций, прячется реальность, о которой лишь мечтают многие. Повседневность в верхушке общества обрамлена в изысканные фешенебельные рестораны, эксклюзивные маркеты и закрытые клубы, где решаются важные деловые дела и обсуждаются амбициозные проекты. Богатые иранцы не стеснены в выборе, когда дело касается развлечений. От путешествий на собственных самолетах до участия в престижных благотворительных мероприятиях. Они отдают предпочтение яркой светской жизни, следуя за последними тенденциями моды и роскошных брендов. Увлечение дорогими автомобилями и эксклюзивными аксессуарами здесь не роскошь, а стандарт. Но, несмотря на охоту за роскошью, многие из них не забывают о сохранении традиций и душевных ценностей своих предков. Задумываясь о контрасте этой жизни с миром бедных, мы замечаем, насколько разными могут быть универсальные мечтания и намерения. Между безмятежностью обеспеченности и ежедневными заботами разрываются два параллельных мира. Но всегда ли эти миры остаются такими разъединенными? В глубинах этой динамики скрываются неочевидные взаимосвязи, в отражениях которых можно ощутить истинное величие иранского общества. На фоне богатого культурного наследия Ирана вопросы доходов и занятости становятся ключевыми в понимании социального неравенства. В этой стране, где традиции переплетаются с современностью, выбор профессии может стать судьбоносным. Высокие доходы обеспечивают те, кто занят в экспортных отраслях, таких как нефтяная промышленность или ковроткачество, чья продукция высоко ценится за границей. Этому способствуют как экономические связи с внешними рынками, так и богатый опыт предыдущих поколений. На другом полюсе — сельскохозяйственные рабочие, мелкие предприниматели и ремесленники, которые ежедневно борются за выживание. Их доходы нестабильны и зачастую зависят от урожайности и покупательских настроений. В городах множество людей занято в сфере услуг, где конкуренция высока, а доходы часто несоразмерны усилиям. Для многих молодых иранцев образование становится ключом к улучшению жизненных условий. Учеба в престижных университетах страны или заграничные стажировки предлагают путь к более высоким заработкам, но не для всех они остаются доступными. Подобные переходы между главами и нелинейно выстроенные карьерные траектории создают уникальный динамический ландшафт. Однако вопрос о том, всегда ли путь вверх остается открытым и свободным, требует более глубокого понимания. В этом морском бою за лучшую жизнь мы продолжаем исследования, заглядывая в сферы, где различия наиболее очевидны.
Условия проживания в Иране могут рассказать о многом. В бедных районах семьи часто ютятся в старых домах, построенных еще в середине прошлого века, где простота в интерьере компенсируется душевным уютом. Эти улицы тесно переплетены сообществом, а за стенами домов часто скрываются небольшие фруктовые деревья и садовые участки, где соседи щедро делятся урожаем. Для многих такое жилье– это крепость, защищающая от бурь мира, пусть даже и весьма ветхая. С другой стороны города богатые районы блистают новыми строениями и благоустроенными территориями, порой напоминающими сцены из фильмов. В этих районах находятся виллы и пентхаусы, снабженные всеми возможными удобствами, от бассейнов до уникальных интерьеров, где каждая деталь свидетельствует о статусе владельцев. Здесь качество жизни диктуется не только наличием благоустроенных комплексов и впечатляющей архитектуры, но и продуманной инфраструктурой, предоставляет доступ к лучшим школам, медицинским учреждениям и развлекательным центрам. Однако ни богатейшие из районов, ни те, что поддерживаются общинным духом, не могут полностью отгородиться от проблем с городской инфраструктурой, которые знакомы любому жителю Ирана. За пределами их границ другая реальность, которая может либо насущно объединять, либо являться дополнительным испытанием. История Ирана– это своего рода хранилище культурного и социального опыта, которое глубоко повлияло на сегодняшнее социальное расслоение. Эта страна пережила множество эпох и правлений, от великих империй до современного теократического режима. Смена власти и устоявшихся порядков часто коренным образом изменяла судьбы народа, оставляя неизгладимый след на экономике и общественных отношениях. Каждый исторический период приносил с собой свои возможности и ограничения. Например, династия сефевидов, поднявшая страну на новый уровень в XVI веке, также заложила корпоративную структуру общества, которая и по сей день влияет на распределение богатства. Влияние различных культур, религиозных течений и даже внешних сил создало сложный фон для формирования слоев, где роль имела не только экономика, но и образование, социальные институты и политика. Революция 1979 года, олицетворяющая смену власти как идеологическую, так и экономическую, добавила новые аспекты в вопрос социального расслоения. Законодательные и экономические изменения после революции привели к концентрации ресурсов в руках определенных групп. Это не только переформатировало распределение богатства, но и сказалось на уровне благосостояния различных слоев общества. В тени таких случайностей можно начать понимать, почему в современном Иране так отчетливо проявляются социальные различия, которые являются не просто результатом индивидуального труда, но и наследием исторических столкновений. Мы продолжаем путь, изучая, как различные аспекты иранского общества сталкиваются с вызовами сегодняшнего дня, открывая новые грани понимания. В Иране, где экономическое неравенство создает весьма заметные границы, финансовые проблемы оказывают значительное влияние на психическое здоровье людей из обоих социальных слоев. Для бедных ежедневные стрессы часто связаны с борьбой за выживание, поиск устойчивой работы, обеспечение семьи базовыми нуждами и страх перед возможными непредвиденными расходами. Эти проблемы формируют хронический уровень стресса, который может привести к тревожности и депрессии. Неопределенность будущего и нехватка ресурсов часто заставляют живущих в бедности полагаться на социальные связи для поддержки, что порой становится единственным источником надежды. С другой стороны, богатые иранцы, хотя и избавлены от переживаний из-за нехватки средств, сталкиваются с другими давящими заботами. Поддержание статуса и стремление к успешности в обществе, где уровень успеха может измеряться материальными благами, создают свое собственное давление. Для многих важно оставаться на вершине, продолжать демонстрировать свой успех через материальные призы и социальную активность. Такая гонка за достижениями и статусом может привести к высокому уровню стресса и даже к выгоранию. Богатые, стремясь поддержать привычный образ жизни, могут испытывать эмоциональный и психологический прессинг, вызванный несоответствием желаемого и действительного. Эти два мира, несмотря на разные вызовы, сходятся в одном, и бедные, и богатые в Иране понимают, что эмоциональное благополучие является ключевым, но часто недооцененным аспектом их жизни. В итоге за пределами финансовых показателей скрываются более глубокие грани человеческой психологии и общественной динамики, которые будут дальше раскрыты в нашем исследовании. Религия занимает центральную роль в жизни большинства иранцев, оказывая влияние на их восприятие мира и общественные устои. Для бедных слоев вера часто становится источником надежды и силы, помогая справляться с ежедневными трудностями и поддерживать чувство общности. Молитва и участие в религиозных ритуалах не только укрепляют духовную связь, но и способствуют социальной интеграции. Мечети становятся местом, где можно услышать мудрые наставления старейшин и найти поддержку среди прихожан.
Богатые иранцы, хотя и обладают большим количеством материальных благ, также обращаются к религии. Для многих из них вера становится важной частью идентичности и социального статуса. Участие в религиозных благотворительных мероприятиях и финансирование различных инициатив позволяют им демонстрировать свою приверженность традициям и социальную ответственность. На многих высоких постах соблюдение религиозных канонов — это не только дань традиции, но и условие успешного общественного взаимодействия. Однако, несмотря на все различия, и бедные, и богатые черпают из веры духовное утешение и возможность двигаться вперед. Они находят в религии ответы на сложные вопросы жизни и опору в моменты кризиса. Но в конечном счете вера может быть также и мощным инструментом для изменения социального и политического ландшафта страны. Как это происходит, мы сможем рассмотреть, пройдя дальше по нашему пути, где социальные взаимодействия и возможности играют не последнюю роль. В динамичном обществе Ирана возможность изменить свое социальное положение — это нечто вроде заветной мечты для многих. В поисках этой возможности многие иранцы сталкиваются с разнообразными социальными лифтами. Одним из таких лифтов служит предпринимательство. В стране, богатой традициями ремесленничества и базаров, многие молодые и амбициозные люди стремятся открыть собственное дело. Тем не менее, необходимость стартового капитала и административные барьеры становятся настоящей преградой для многих начинаний. Образование — еще один мощный двигатель социальных перемен. Возможность получения стипендий и обучения в престижных университетах открывают двери в высококонкурентные сферы, такие как IT и наука. Для тех, кто овладевает навыками в этих отраслях, появляются шансы на трудоустройство за границей, где опыт и знания ценятся выше. Такие истории успеха вдохновляют многих, оставляя след в социальных кругах и побуждая к серьезным переменам. Некоторые иранцы видят потенциальный социальный лифт в политике. Влияние на политические и экономические процессы может приносить значительные активы. Однако данный путь также сопряжен с особенностями и требует не только амбициозности, но и немалой гибкости в подходах. Эти возможности, однако, не могут стать универсальными для всех. Социальные предписания, традиции и экономические условия могут сужать доступ к лифтам для определенных групп. Но даже в столь жестких условиях Иран продолжает развиваться. И тут возникает вопрос, насколько эти пути действительно открыты и эффективны для большинства, и какие шаги предпринимаются, чтобы гарантировать справедливый доступ к ним. Эти аспекты открывают перед нами новые горизонты изучения, в которых кроются перемены и надежды на будущее. Мнение экспертов по социальным вопросам Ирана открывает наше понимание сущности социальных процессов на неизведанную глубину. Разнообразие взглядов этих специалистов позволяет лучше понять причины и следствия явлений, с которыми сталкивается иранское общество. Экономисты акцентируют внимание на политике импортозамещения и ее влиянии на рынок труда, отмечая, что ограниченность внешних связей заметно влияет на экономику. Социологи, в свою очередь, обращают внимание на глубокие культурные традиции и их воздействие на социальную мобильность. Они отмечают, что вековые устои продолжают оказывать влияние на доступность определенных ресурсов и возможностей. Сочетание национальной гордости и стремления к международному признанию создает уникальную динамику, в которой проходят социальные изменения. Психологи высказывают обеспокоенность уровнем стресса и его воздействием на психическое здоровье. Они подчеркивают, что неопределенность будущего и нестабильность текущей ситуации могут травмировать сознание людей, усиливая социальное расслоение и мироощущение. Многие поднимают вопрос о важности внедрения программ социальной поддержки и увеличения психологической помощи. Политологи обращают внимание на возможности конструктивных изменений путем реформ и внедрения социальных инициатив, которые бы способствовали более равномерному распределению ресурсов. Их анализ помогает конкретизировать, насколько сильно государственная политика формирует современную иранскую реальность. Освещая эти аспекты, становится ясно, что точки зрения экспертов не просто вырисовывают текущую ситуацию, но формируют дорожную карту для перемен. Эти знания обещают стать основой для понимания будущих вызовов Ирана, которые еще предстоит изучить. В поисках истины мы движемся к финальным мыслям, которые подведут итоги нашего исследования. Взглянув на картину иранской действительности сквозь призму разнообразных социальных аспектов, становится очевидным, насколько сложны и многогранны различия между бедными и богатыми. Оба слоя общества живут под одиноким звездным небом, но на разных полюсах жизни, каждый со своими мечтами, заботами и стремлениями. Для бедных это ежедневная борьба за выживание и надежда на лучшее будущее через образование и поддержку социальных связей. Для богатых это поддержание статуса и стремление вписать свое имя в историю посредством благотворительности и социальной активности. Но, несмотря на эти различия, общим остается понимание ценности человеческой связи и моральных устоев.
Традиции, культура и вера помогают многим иранцам находить смысл и гармонию в жизни. Однако вызовы остаются. Экономическая нестабильность, нехватка ресурсов и ограниченные возможности мобильности могут накладывать свой отпечаток на ближайшее будущее. Тем не менее, Иран остается страной с огромным потенциалом. Способность его народа адаптироваться и искать новые пути обречена на успех. Меры по решению ключевых социальных и экономических вопросов, включая развитие образования, улучшение инфраструктуры и открытие доступных социальных лифтов, могут сыграть важную роль в преобразовании общества. Вопрос о том, что ждет Иран, остается открытым, но одно можно сказать наверняка – динамика перемен неизбежна. Страна с таким богатым наследием и амбициозными людьми всегда найдет путь к прогрессу, если объединит усилия для достижения общей цели. Долгосрочный успех Ирана будет зависеть от того, насколько мудро и прозорливо общество подойдет к решению своих задач, найдя равновесие между прошлым и настоящим, традициями и инновациями.